Насколько безопасно жить в Грузии? Мы находимся в Грузии уже около 5 месяцев, и за это время каких-то криминальных нападений, краж не было. Все люди в основном доброжелательные, даже если случается какой-либо конфликт, все обходится без каких-либо громких скандалов, руганий и так далее. Самое страшное — это беспризорные дети, цыгане, которые просят милостыню. Если же на них не обращать внимания, не разговаривать с ними и просто пройти мимо, то они вам ничего не сделают. Если же вы попытаетесь как-то там нет, не надо, или там не трогай, отстань, или там попытаетесь закрыть двери, то они могут повести себя агрессивно. Были случаи даже, когда там царапали лицо, и так далее. Если же вы их не трогаете, то они не трогают вас. Мы с Федей ходим по городу в любое время. Правда, ночные гуляния не устраивали, но в часов 11-12 спокойно могли пройти по всему городу, и никто к нам не приставал, и никаких страшных ситуаций не возникало. Более того, когда мы приехали в Реки 6-часовым утренним поездом, было еще темно, и мы шли по всему поселку пешком. Шли сначала по трассе от ЖД в поселок и по поселку к дому. Самое, что было неприятное, это собаки. Собак много. У них вся территория у них поделена, то есть вы идете, например, один промежуток, вас ведет там две собаки, потом эти отходят следующие две собаки и так далее. Но они не агрессивны. То есть они просто встречают, проводят и так далее. Самое страшное, что они могут сделать, это погавкать. Но опять же, если не бежать, не суетиться, не переживать, не бояться, то они от вас отстанут. А если же на пути встретится местный житель, то он может просто там как-то по-грузински их отогнать, ну, там, сказать им «брысь», и они отойдут. С милицией мы не особо контактируем. Однажды, вот когда приехали в Уреки, вот чтобы уточнить дорогу, постучались в полицейский участок на трассе. Проснулся полицейский, открыл двери и объяснил, в какую сторону нам идти. Больше мы не общались с полицейским. Когда мы ехали в Грузию, ходили слухи, что русских не любят, что относятся плохо, что не обслуживают в кафе русскоязычных людей. В общем, что опасно. Приехав сюда, ничего такого мы не увидели. Наоборот, все были рады, доброжелательные, помогали. Раньше в Грузии не закрывались никогда двери. Об этом мне рассказывала даже моя тетя, вспоминая поездки со своими родителями в детстве в эту страну. На сегодняшний день, в принципе, на сегодняшний день также очень часто можно увидеть, что двери не закрываются. И сами стали замечать за собой, что очень часто забываем закрыть двери. Объяснив мою тревогу нашим хозяевам, они немножко даже обиделись, потому что обиделись и сказали: все, кто бывает в этом доме, на этой территории, в наших окрестностях, это свои люди. И даже представить себе нельзя, что к нам зайдет чужой человек и сделает что-то плохое. Более того, они несут полную ответственность, и они уверены на 100% в том, что даже свои люди, которые приходят, они не могут сделать и не сделают никогда что-то дурное. Но есть определенные моменты, когда приезжие должны быть особенно бдительны и осторожны. Например, вы идете в ресторан, ночной клуб. Перед тем, как заказывать блюда или напитки, обязательно запишите и посчитайте все то, что вы хотите заказать. А еще лучше, если вы все посчитаете, закажете и сразу попросите чек.
и оплатите его. Ведите себя прилично и не давайте повода думать, что вас можно обмануть. Потому что я знаю ситуации, когда люди ведут себя, например, слишком громко, да, развязанно, и им потом в счет могут там писать большую сумму там за счет выставить, да, или еще что-то сделать. У нас был такой случай, когда в ресторане внесли в чек блюда, которые нам не принесли, но все решилось дружелюбно. Нам принесли другой чек, который соответствовал действительности. Вот. А вот другая компания, которая отдыхала, да, у них им выписали большой счет, и там были очень большие разборки, вызывали полицию и так далее. Поэтому здесь, вот в этой ситуации, вы сами должны быть внимательны, осторожны и вести себя прилично. Тогда вы не попадете в неприятную ситуацию. Вот. Еще был момент, значит, еще один момент был. Мы с Федей ехали из Уреков в Батуми, и, к сожалению, маршрутка не приехала. И мы стояли, не знали, как добраться. И к нам подъехал человек на своей машине и как бы объяснил, что он едет в Батуми и может нас подвезти. Тут, тут в таких ситуациях тоже нужно быть крайне осторожным, внимательным, потому что мы слышали истории, что могут высадить на дороге и сказать, что все, вы приехали. Вот, поэтому здесь тоже нужно посмотреть, здесь тоже нужно оценивать адекватно ситуацию, стоит или не стоит рисковать. В принципе, если даже высадят, ничего страшного не случится, но все-таки будет очень неприятно. Мы рискнули, и мы поехали. Доехали мы великолепно, и даже взяли номер телефона у этого водителя. Что еще сказать про безопасность? В принципе, мы народ спокойный, стараемся вести себя прилично, никого не трогаем, никому не задираемся, поэтому мы не попадали в какие-то там страшные, опасные ситуации. Вот. Если вы были в Грузии и у вас есть какие-либо советы, опыт, пожалуйста, поделитесь.